Всем большой привет! Сегодня мой рецепт консервированных огурцов. Я их называю томатные огурцы чили. Рецепт по принципу, кто знает, огурцов и с кетчупом чили, но вкуснее и дешевле. В покупном кетчупе помидор не так и много. Половина состава это крахмал и наполнители. И если огурцов у вас много, то надо много упаковок соответственно кетчупа. Это не дешево обойдется, поэтому я его заменяю на томатную пасту. И одной банки хватает на 4 порции точно. По цене немного дороже за одну упаковку кетчупа. Огурцы действительно получаются хрустящие, ароматные, в меру соленые, не кислые. Остроту регулируем сами или совсем убираем. Уксус в рецепте присутствует, но только натуральный, поэтому синтетического уксусного послевкусия не будет. Из одной порции получается 4 800 граммовых вот таких баночки. Перед тем, как консервировать огурцы, обязательно их замачиваю в обычной прохладной воде минимум на час, а желательно на 3-4 часа оставить. Благодаря этому огурцы в будущем будут у нас хрустящие. Огурцы уже я помыла, вымочила, кончики не срезаю, это не принципиально. Но все же мне кажется, что с необрезанными кончиками они сохраняют больше своих ароматов и более хрустящие. Еще зонтики нужны укропа, чеснок очищенный, паприка, острая 1-2 стручка, томатная паста, в качестве которой вы уверены. Пол-литровая банка томатной пасты у нас в Украине стоит 30 гривен, а одна упаковка кетчупа, смотря какой производитель, в пределах этой цены или даже дороже. Томатную пасту выбираете на свое усмотрение, но смотрим, чтобы она была качественной. Еще нужен яблочный уксус, тоже обязательно натуральный, сахар и соль. В принципе, это все продукты. Острота будущих огурцов зависит напрямую от того, сколько вы положите перца чили. Он свежий, если вы не любите острые, тогда добавляйте буквально 1-2 таких тонких кружочка этого перчика. И семечки можете удалить. Если любите поострее, добавляйте больше. Очень удобно его нарезать ножницами. Один стручок я оставлю пока в сторону. На 800 граммовую банку, на литровую точно так же в принципе, один зонтик такой крупный укропа и 2-3 зубчика чеснока, которые я разрезаю ножиком на 2-3 части, так в каждую баночку. Теперь укладываю огурцы в банки стоя и добавляю в каждую банку по 2-3 кружочка этой острой паприки. Стараюсь укладывать чем поплотнее, вот так вот выглядят банки. И буду продолжать дальше. Теперь готовлю маринад. Для этого на литр воды 1 столовая ложка с горкой соли, 8 столовых ложек сахара, тоже с горкой. Вот. Дальше все измеряю столовыми ложками, потому что стаканы у всех разные. Теперь томатная паста на литр воды это 2 столовых ложки всего-навсего томатной пасты с горкой. Все хорошо перемешиваю и отправляю на огонь. Теперь подготавливаю уксус. Уксус обязательно натуральный яблочный, который сделан в процессе брожения, а не есть добавлением уксусной эссенции и яблочного сока. Это ровно 250 мл такого уксуса. Когда закипело, добавляю уксус и еще буквально пару секунд покипело, заливаю маринадом банки с огурцами. Все просто и быстро.
Стараюсь так, чтобы маринад покрыл. Как раз его хватило на 4 баночки. Укладываю в кастрюлю, которой буду стерилизовать, на дно полотенце, закрываю крышками и в кастрюлю наливаю обязательно горячую воду по самые плечики банок. С момента закипания воды в кастрюле засекаю время 15 минут. Потом достаю банки, хорошо закрываю крышки и обязательно их переворачиваю. Укутывать банки не обязательно. Готовила и так, но все же я всегда укутываю, мне так спокойней. Если вдруг огурчики, которые были в самом верху, не до конца пропарились, они обязательно пропарятся дополнительно под одеялом или пледом. И вот такие, друзья, ароматные, хрустящие, вкусные огурчики будут радовать вас и ваших близких. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Очень надеюсь, что видео пришлось вам по душе и вы будете готовить по этому рецепту. Не забывайте оставлять свои комментарии, подписываться на канал, кто не подписался. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Всем пока и всем до новых встреч. С вами была Виктория.